Ананда Марга, Прауд и применение силы. Из книги «Насилие и новые религиозные движения». Автор Хелен Гравета. Дата публикации 2011 год. Нью-Йорк, издательство Оксфордского университета. Как и материализм, духовность, основанная на ненасилии, не принесет пользы человечеству. Слова о ненасилии могут звучать благородно и весьма привлекательно, но на твердой почве реальности не имеют никакой ценности. Прабхат Ранджан Саркар. Прауд в двух словах. Часть 6. Прабхат Ранджан Саркар. 1921-1990 год. Он же Шри Анандамурти, основал Ананда Маргу «Путь блаженства» как новую общественно-духовную организацию в 1955 году. Его девиз «Атмамакшартхам Джагат Хитая Ча» ради самореализации и служения человечеству. Приверженцы ссылаются к их духовным практикам, таким как тантра-йога. Социальная служба организации обеспечивает обездоленных людей едой, одеждой, жильем, образованием и лекарствами. Его проекты обычно принимают форму школ, детских домов, медицинских клиник и оказания помощи в случае стихийных бедствий. Наряду с позитивным вкладом в области экологии, социальная работа Ананда Марги представляет собой аспект движения, который, безусловно, заслуживает похвалы, но в значительной степени омрачен его ассоциацией с насилием. Саркар придерживался мнения, что духовная эволюция личности и общества были связаны с применением силы. Он сказал, что главной характеристикой тантра-йоги, которую практикуют его последователи, является то, что она представляет человеческую энергию. Это представляет собой бескомпромиссную борьбу, которая является не только внешней или внутренней борьбой, это одновременно и то, и другое. Это утверждение имеет некоторый резонанс с мусульманами, которые определяют джихад как внутреннюю, так и внешнюю борьбу. По мнению многих людей, те, кто принадлежит к движению Саркара, являются просто террористами. Простого упоминания об Ананда Марге достаточно, чтобы некоторые южноазиаты буквально выбегали из комнаты. Мнение о том, что все Ананда Марги являются террористами, неверно и является досадным упрощением. Точнее было бы описать их как революционеров с крайне идеалистической или утопической социально-духовной программой. Саркар пропагандировал своеобразную теорию идеального социально-политического лидерства, но главной заботой его социально-экономической и политической программы, и одной из ее определяющих характеристик, была цель коллективного благополучия, достигаемого массовым движением. Другой определяющей характеристикой было его учение о том, что такое массовое движение примет форму революционных действий против эксплуататорских условий или режимов. Как известно из записей, Саркар отвергал терроризм. Тем не менее, навешивание ярлыков на группу как на террористическую или революционную всегда может сопровождаться дискуссиями, поскольку категоризация в значительной степени является функцией лица, присваивающего название. Вопрос, который я здесь задаю, заключается в том, при каких обстоятельствах идеология Саркара одобряла применение силы. В публикациях Саркара представлены доктринальные обоснования применения силы для достижения его идеалистической концепции социальной справедливости. На социальном уровне потенциальное применение силы его последователями ограничено предполагаемыми условиями массовой эксплуатации. Исключения, сделанные Саркаром для применения силы в личной жизни, отмечаются по мере того, как я продолжаю. Представлены утверждения о нескольких видах насилия в истории Ананда Марги, которые способствовали появлению мнения, что Ананда Марги могут быть террористами. Одним из них является насилие внутри организации, убийство бывших работников, которые хотели основать свои собственные организации. Другой касается террористических инцидентов 70-х годов, которые произошли в период, когда Саркар находился в заключении. Ананда Марги говорят, что Саркар был заключен в тюрьму и ошибочно осужден по политически мотивированным обвинениям. То, что, по-видимому, было частью членов Ананда Марги, ответило насилием под знаменем связанной с ним организации. Однако это не является достаточным основанием для утверждения, что все движения Ананда Марга и его различные ответвления используют терроризм систематически или эпизодически. Это также не проливает никакого света на природу идеологии Саркара в отношении использования силы. Кроме того, имели место случаи насилия, совершенного в отношении Ананда Марги. Ниже следующее исследование истории Ананда Марги и ее идеологии, поддерживающей применение силы, основывается в первую очередь на книгах Саркара и во вторую очередь на интервью с действующими и бывшими членами. Эти интервью проводились в течение 25-летнего периода с 1970 по 1995 годы.
Данное исследование включает описание основания Ананда Марги и ее политического крыла Proutist Universal, основные моменты из истории движения, описание гуру, краткое изложение духовной и социально-экономической идеологии и профиль членства. Я рассмотрю несколько космологических и моральных аспектов мировоззрения Ананда Марги, причем последний будет рассмотрен через интерпретацию Саркаром разделов индуистского эпоса Махабхарата. Я разъясню идеологическое одобрение движением применения силы с целью установления революционно-мистического социализма, который он называет Проут, теория прогрессивного использования. Будет представлена роль элитного руководства в революционной борьбе, а также потенциальное использование подающих надежды военизированных формирований движения. Будут рассмотрены обвинения в адрес Ананда Марги и Проутистская универсальная политическая программа, являющаяся выражением ее революционного социально-духовного утопизма. Прабхата Ранджан Саркар и его организация. Биография Прабхата Ранджана Саркара описывает его как родившегося на Будда-Пурнима в знатной семье среднего класса из Джамалпура, штат Бихар, в эпоху социально-политической турбулентности. Он был студентом Калькутского колледжа Видьясагар и плодовитым лингвистом. Бенгальский был его родной язык, и даже сегодня некоторые из его книг доступны только на бенгальском языке. Саркар интересовался борьбой Индии за самоуправление и имел родственные связи по материнской линии с борцом за независимость Индии Нетаджи Субашем Чандрой Босом, который приходился ему дядей. Одна из самых важных книг Саркара по социальной философии, «Проблемы дня», посвящена Босу со следующей надписью: «Великому герою Субхашу Чандра Босу, которого я любил и которого люблю до сих пор». Как и Босс, Саркар был сторонником вооруженной борьбы, и он разработал соответственную идеологию своего движения. На формирование Ананда Марги возможно повлияло бенгальское религиозное реформаторское движение XIX века Брахма Самадж и другие движения и фигуры XIX века в рамках индуистского возрождения. Как и другие возрожденцы, Саркар занимался социально-экономическими и политическими проблемами, но он поддерживал универсализм, а не национализм. В литературе Ананда Марги прямо не упоминается вдохновение движениями XIX века, однако Брахма Самадж и Ананда Марга имеют некоторое сходство. Оба выступают против кастовой системы, поклонения образу и вере в единую всепроникающую божественность. Другая связь заключается в том, что Саркар был большим поклонником Рабиндраната Тагора, лауреата Нобелевской премии по литературе 1913 года. Тагор имел хорошо известную связь с Брахма Самадж через своего отца, который некоторое время был ее лидером. Саркар хранил скульптуры Босса и Тагора в натуральную величину в саду своего дома в Калькутте. В 1959 году, через 4 года после основания Ананда Марги, Саркар запустил Proutist Universal как отдельную организацию. Последняя предназначалась для распространения Праута, социально-экономической и политической философии Саркара. Международная штаб-квартира Proutist Universal находится в Копенгагене, Дания. Международная штаб-квартира Ананда Марги находится в Ананданагаре в округе Пурулия в Западной Бенгалии, а фактическая штаб-квартира – в пригороде Калькутты-Тельджаля. Обе организации в настоящее время находятся под контролем саньяси Ананда Марги, членов монашеского ордена, основанного Саркаром в 1962 году. Пока Саркар был жив, саньяси из обеих организаций встречались одновременно и получали от него рабочие указания. Саркар иногда менял задания саньяси между Ананда Марга и Proutist Universal. Все члены Ананда Марга и Праут, которых я расспрашивал, считали себя членами большой семьи, возглавляемой одним и тем же гуру. Несмотря на то, что Ананда Марга и Праут – разные организации, социально-экономическую и политическую философию Саркара следует рассматривать как неотъемлемую часть его духовной философии. На это указывает расположение двух книг, которые, по мнению Саркара, представляли его окончательную философию, или Даршана-шастру. Первая книга, Ананда Сутрам, состоит из 4 глав, посвященных духовной философии, и 5 главы, посвященной Прауту. Вторая книга, «Идея и идеология», содержит 9 статей по духовной философии и 2 статьи о Прауте. Возможно, Саркар создал 2 отдельные организации в надежде оградить свою социально-духовную деятельность от политических последствий своей революционной политической идеологии. Члены Ананда Марги. Социальный профиль Ананда Марги и праутистов неоднороден. Многие члены, по-видимому, хорошо интегрированы в окружающее их общество,
поскольку они занимаются обычными занятиями и часто выполняют социальные функции. Некоторые из этих людей также внимательно следят за политической сценой, где бы они ни находились. Работники организации, будь то саньяси или местные работники, работающие полный рабочий день, LFT, как правило, более социально изолированы, подвержены групповому регулированию и тактике интенсивной социализации. Будучи монахами саньяси отказываются от родственных связей и находятся под контролем высокоцентрализованной авторитарной организации. Некоторые работники Ананда-марги живут исключительно в офисах организации и имеют минимальные контакты с теми, кто не является членами их движения. И саньяси, и LFT могут быть описаны как подверженные институциональному и идеологическому тоталитаризму. Это происходит потому, что члены этих сегментов движения принимают строго контролируемую физическую и умственную жизнь, полагая, что это пойдет на пользу их духовному развитию. В Ананда-марге институциональный тоталитаризм и в некоторой степени идеологический тоталитаризм достигаются благодаря высокоцентрализованной авторитарной организационной структуре, и у саньяси Ананда-марги и у LFT есть ряд правил поведения. Одно из правил для саньяси таково: никакой логики, никаких рассуждений, только соблюдение приказа. Соотношение саньяси и женатых людей в движении сильно менялось на протяжении многих лет. В 70-е годы в Северной Америке было очень мало саньяси. Когда американские марги разговаривали между собой, они в шутку называли организацию невероятно сокращающейся маргой, потому что число членов организации, состоящих в браке, значительно сократилось, пока Саркар находился в заключении. Отчеты 90-х годов показывают, что соотношение саньяси и женатых маргов в настоящее время в Северной Америке составляет примерно 50 на 50. Это указывает на то, что число женатых членов сократилось, а число саньяси увеличилось, когда центральная организация Ананда-марга направила последних на работу в Северную Америку. Несмотря на то, что Ананда-марга является международной организацией, в состав которой входят саньяси многих национальностей, преобладающее организационное влияние оказывают ее индийские саньяси мужского пола. Число саньяси мужчин значительно превышает число саньяси женщин. Во время и после жизни Саркара Ананда-марга поддерживала ряд аграрных общин по всему миру под названием мастер-юнита. Эти земельные проекты включали кластеры социальных служб на разных стадиях развития. Предполагалось, что зрелый мастер-юнит должен быть в значительной степени самодостаточным и служить примером того, как, по мнению Саркара, должно выглядеть идеальное общество. Ананда-марги, которые живут в мастер-юнитах, могут быть в разной степени изоляции в сельской местности. Независимо от того, каков их статус в движении, марги, имеющие хотя бы элементарное представление об идеологии Саркара, поддерживают концепцию преобразования мира посредством духовных, социально-экономических и политических изменений. Шиваитские тантра-йоги с харизматичным гуру. Последователи Саркара считают его воплощением как Садашива, истинного Шива, так и Господа Кришны. Это означает, что Ананда-марги считают Саркара и его воплощение высшим сознанием или Богом. Их устная география описывает его как вошедшего в мир в просветленном состоянии. Саркар не претендовал на родословную за его авторитет и описал свое учение как возрождение оригинальных практик Садашивы. Ананда-марги считают, что Садашива был исторической личностью, жившей 7000 лет назад, которая была первой, кто преподавал тантра-йогу. В смысле возрождения древних доктрин и практик, Ананда-марги считают себя придерживающимися индуистских реформистских взглядов. Саркар написал 264 книги на разных языках, многие из которых первоначально были написаны на бенгальском языке, а затем переведены на английский. Некоторые из них представляют собой сборники его выступлений на английском, бенгальском, хинди или других индийских языках. Он также сочинил 5018 песен, в основном на бенгальском языке. Мелодии песен и их тексты называются Прабхат-самгита, песни нового рассвета. Ачарьи, духовные учителя Ананда-марги, посвящают людей в систему недуалистической тантра-йоги, в общих чертах основанную на аштанга-йоге Патанджали, йоге 8 ступеней. Подход Патанджали описан в его йога-сутре, которая по оценкам относится ко второму столетию. Многие ученые считают его классическим устройством и основой ряда других систем. Однако исторический анализ Дэвида Уайта предполагает, что система Патанджали предшествует тантрическому ритуалу, направленному на приобретение ситхи или сверхъестественных йогических сил. Это бросило бы вызов тому, что я назвал реформизмом Саркара, который восходит к Садашиве.
В соответствии со своими реформистскими взглядами, Марги практикуют чисто внутреннюю интерпретацию панчамакары или 5М, 5 татв, предметов субстанций, связанных с тантрической практикой. Их значение интерпретируется по-разному в зависимости от ориентации и идеологии рассматриваемой тантрической группы. Хотя Саркар провозгласил превосходство шиваизма, по его собственному признанию его духовная система была эклектичной, сочетая системы духовной практики шакты, шивы и вайшнавов. Элементы гьяны, знания, кармы, действия и бхакти, преданности, довольно равномерно распределены, но Саркар в конечном счете выбрал путь преданности. Высшее сознание сравнивается с любящим и сострадательным отцом, испытывающим взаимную привязанность к своим преданным. История конфликтов Ананда Марги. В 1960-х годах Ананда Марга и Проутист Universal быстро завоевали популярность по всей Индии. В 1966 году миссионеры были отправлены на другие континенты для миссионерской деятельности и организации проектов социального служения. Первыми проектами были группы помощи при стихийных бедствиях Ананда Марги, некоторые из которых, по-видимому, все еще функционируют. В 2005 году была создана универсальная женская группа помощи Ананда Марга Universal Relief Team for Ladies. Члены организации в футболках шафранового цвета помогали жертвам урагана Катрина в Луизиане и Техасе. Популярность Ананда Марги в Индии принесла ей оппозицию коммунистической партии. Члены последние, вероятно, чувствовали, что Ананда Марга ущемляла ее электоральную базу. Марги и проутисты были ярыми критиками как капитализма, так и коммунизма, но социализм Праута явно больше походил на коммунизм, чем на капитализм. В своей книге «Человеческое общество», впервые опубликованной на бенгальском языке в 1959 году, Саркар сказал, что великий Карл Маркс, возможно, и выступал против религии своего времени, но он никогда не выступал против духовности, морали и надлежащего поведения. Последовавшая напряженность в отношениях между Ананда Марга и бенгальскими коммунистами привела к нападению в 1967 году на Маргу в их штаб-квартире в Ананда-Нагаре. Работники Ананда Марги утверждают, что коммунистические лидеры подстрекли местных жителей убить 7 их саньяси. Американец, посетивший Ананда-Нагар в начале 70-х годов, сказал, что он и несколько саньяси Ананда Марга подверглись нападению местных жителей. Ананда Марга сталкивалась с оппозицией со стороны премьер-министра Индиры Ганди на протяжении большей части 70-х годов. Организационные работники критиковали предполагаемую коррупцию в правительстве во время пребывания Ганди на посту президента. В ответ на оппозицию в Индии Ананда Марга усилила миссионерскую деятельность в других странах, включая Соединенные Штаты. Третья Индо-Пакистанская война официально началась 3 декабря 1971 года и привела к образованию национального государства Бангладеш. В тот же день правительство Индиры Ганди объявило чрезвычайное положение, что, среди прочего, означало введение в действие законов о превентивном задержании. После войны эти законы использовались для заключения в тюрьму людей, подозреваемых в левой политической деятельности. Саркар был арестован 29 декабря 1971 года вместе с несколькими учениками и обвинен в подстрекательстве к убийству полудюжины бывших учеников. Утверждалось, что Саркар был отравлен в 1973 году, когда находился под стражей в центральной тюрьме Банкипура. Затем правительство безуспешно пыталось помешать Ананда Марге покинуть занимаемые государственные должности. 26 июня 1975 года премьер-министр Индира Ганди объявил еще одно чрезвычайное положение и ввел военное положение, запретив Ананда Маргу вместе с другими организациями. В 1976 году Саркар был осужден. Марги обратились к Международной амнистии, Международной комиссии юристов в Женеве и британскому юристу Уильяму Уэллсу. Генеральный секретарь Международной комиссии юристов раскритиковал поведение индийского правительства на суде над Саркаром, а Уэллс подготовил отчет, в котором отметил, что запрет на Ананда Маргу был препятствием для адвокатов защиты Саркара, которые допрашивали свидетелей по его делу. Многие Марги опасались, что на жизнь Саркара будут совершены покушения во время его заключения. 7 саньяси Ананда Марги принесли себя в жертву в попытке привлечь внимание общественности к делу своего гуру. Первые двое, мужчина и женщина из Германии по имени Ачарья Лакеш и Ачарья Ума, одновременно совершили самосожжение на ступенях церкви в центре Берлина. Филиппинец по имени Ачарья Гаган совершил самосожжение в сельской местности в Техасе. Премьер-министр Морарджи Десай отменил военное положение в 1977 году, и Саркару было предоставлено еще одно судебное разбирательство.
После примерно 7 лет тюремного заключения он был оправдан по всем обвинениям Высшим судом Патны 2 августа 1978 года и был быстро освобожден. Перед повторным слушанием дела Саркара, по-видимому в ответ на осуждение Саркара образовалась отколовшаяся группа Праута, некоторые возмущенные неиндийские марги подозревались в том, что они стоят за ее созданием. Эта группа, Universal Proutists Revolutionary Federation, взяла на себя ответственность за акты международного терроризма, включая нападения и взрывы, направленные против интересов Индии. Кульминацией этих инцидентов стал взрыв в 1978 году отеля Хилтон в Сиднее, Австралия, в результате которого погибли 3 человека. После террористических инцидентов, предположительно совершенных некоторыми из его последователей, Саркар выступил с заявлениями из Центрального банка Банкипура о том, что он не выйдет из тюрьмы никакими средствами, кроме юридических процедур, и что те, кто совершает терроризм, не понимают идеологии Ананда Марги. Международные волнения быстро прекратились. Быстрая реакция ЮПРФ на заявление Саркара дает весомость утверждениям о том, что некоторые из последователей Саркара действительно стояли за деятельностью ЮПРФ. В том же году Саркар был оправдан Высоким судом Патны. В 1990 году человек по имени Эван Педерик признался, что заложил бомбу в отеле Хилтон, и сдался полиции. Известный под санскритским именем Ом Пракаш, Педерик на момент инцидента был Марги. Документы Федерального бюро расследований за период с 1975 по 1984 год, опубликованные в соответствии с Законом о свободе информации, показывают, что в период с ноября 1981 года и июнь 1983 года было проведено полное расследование дела Ананда Марги, США. ФБР пришло к выводу, что в течение этого периода организация не была вовлечена в террористическую деятельность в Соединенных Штатах. В апреле 2005 года Государственный департамент США опубликовал документ под названием «Отчет о терроризме по странам 2004», в который был включен список объявленные иностранные террористические организации, а также список прочие террористические организации. Ни Ананда Марга, ни Праут не были включены в эти списки. Когда Саркар был оправдан и освобожден, его приветствовали тысячи его учеников, в то время как оппозиция индийского правительства новым религиозным или духовным движением не является нормой. Предполагаемой проблемой Ананда Марги была ее все более популярная социально-экономическая и политическая философия. В начале 80-х я направлялся на железнодорожный вокзал Ховра в Калькутте, когда политический митинг Праута случайно проходил через мост Хаура в то же время. Наш таксист ошибочно предположил, что участники марша были коммунистами, но они были праутистами, насколько хватало глаз в обоих направлениях, несли плакаты с лозунгами, поддерживающими Праут и идеологию Ананда Марги. С течением времени организация вновь расцвела, и саньяси Ананда Марги заявили, что Верховный суд Индии постановил, что Ананда Марга является сектой индуизма. По-видимому, это была попытка включить противоречивую организацию, которая обладала несколько новой, частично антиномичной революционной социально-духовной идеологией, в Великий океан религиозных философий, составляющих современный индуизм. Это можно охарактеризовать только как непростой союз после многолетних враждебных отношений между правительством премьер-министра Индиры Ганди и движением. Кровавый инцидент произошел в апреле 1982 года недалеко от пригорода Калькутты Тильджала, в котором участвовали местные жители и ревностные саньяси Ананда Марги. На саньяси было совершено нападение, и 17 человек были убиты. Этот эпизод, описанный ниже, возможно, был вызван пропагандой Ананда Марги. В начале 1990-х годов правительство Индии обвинило членов движения в торговле оружием. Этот случай временно привел американского Марги в тюрьму Калькутта. Он был студентом колледжа, и члены семьи, прилетевшие из Флориды, успешно добились его освобождения из-под стражи. Обращение в свою веру и обвинение в убийстве. Ананда Марга и Праутист Universal были созданы как организации, занимающиеся обращением в свою веру. В высшем указании Саркара, которое напечатано в начале большинства его книг, в частности, говорится, что священный долг каждого Ананда Марги стремится привести всех на путь блаженства. Помните, что название организации переводится как «Путь блаженства». В 70-х и 80-х годах саньяси организации были очень активными миссионерами, обучая тому, что, по мнению многих, было очень эффективной системой духовных практик, бесплатно для всех, кто был заинтересован.
Следует отдать должное движению за духовные и социальные услуги, которые оно предоставляет. Его проекты социального служения часто создаются среди наиболее обездоленных людей и поддерживаются, несмотря на широкий спектр проблем. Да, и после обвинений в терроризме несколько правительств, включая Соединенные Штаты, Великобритания и Финляндия, признали ценность проектов социального служения движения, оказав помощь грантами и материалами. Однако миссионерское рвение ряда саньяси по созданию проектов социального служения, возможно, обернулось помехой по крайней мере в одном случае. 30 апреля 1982 года жители Блистильджалы средь бела дня напали и убили 17 саньяси, когда марги пытались пересечь Биджон-Сету, местный мост. Марги утверждали, что монахи были убиты марксистами Коммунистической партии Индии из Западной Бенгалии. Это обвинение вновь напомнило о давней напряженности, которая, по словам Ананда Марги, сохраняется между бенгальскими коммунистами и ними с тех пор, как их движение впервые стало популярным в 1960-х годах. Газета из Калькутты сообщила, что местные жители обвинили саньяси в похищении детей. Эти обвинения, возможно, возникли в результате попыток саньяси увеличить число детей в школах и детских домах их движения. Бывшие работники сообщают, что в 70-х и 80-х годах ожидалось, что такие проекты служения будут демонстрировать регулярный рост числа учащихся и что иногда устанавливались квоты. В начале 80-х годов, на юге Португалии был создан небольшой детский дом для детей, чьи родители не могли позволить себе кормить их или заботиться о них. Когда положение этих семей улучшилось, они стали добиваться возвращения своих детей. Работники Ананда Марги боролись за то, чтобы сохранить их, потому что освобождение детей помогло бы, и фактически помогло принудительно закрыть проект. Если в Тильджале была виновата чрезмерно усердная миссионерская тактика, то легко понять, почему она могла показаться угрожающей местным жителям. Работники организации считали желательным увеличить число детей в их школах и детских домах по нескольким причинам. В дополнение к предоставлению добросовестного социального служения, они также увеличили бы число сторонников своей духовной философии и движения. У Ананда Марги есть программа дошкольного образования под названием «Круг любви», в которой преподается космогоническая теория Ананда Марги, монистическое мировоззрение и техники медитации. В более бедных странах неимущие дети, которые в раннем возрасте участвуют в проектах служения Ананда Марги, скорее всего, станут пожизненными членами или организационными саньяси. В этой связи Ананда Марга ведет себя не так, как многие другие религиозные организации, которые спонсируют проекты служения. В той мере, в какой его члены также занимаются идеологической обработкой, их можно обвинить в двойственных мотивах. Обвинения в убийстве бывших работников организации были выдвинуты Центральным правительством Индии против саньяси Ананда Марги в 1971 году, когда Саркар был арестован и обвинен в подстрекательстве других к совершению убийства. Ни против Саркара, ни против любого другого работника не было доказано никаких обвинений. Истории, циркулирующие внутри Ананда Марги и Проутист Universal, утверждают, что бывший сотрудник организации саньяси был убит за то, что хотел основать свою собственную организацию. Мне рассказали, что саньяси был старшим монахом, которого возмущало, что ему не назначили определенную должность в организационной иерархии. Он заручился поддержкой нескольких влиятельных монахов и попросил Саркара изменить свое решение. Когда саньяси не преуспел в своей апелляции, он оставил Ананда Маргу, чтобы основать свою собственную организацию, которую поддерживали некоторые люди. В 80-х годах всплыло еще одно обвинение в убийстве в отношении второго бывшего организационного саньяси. Этот человек, как говорили, также покинул Ананда Маргу, чтобы основать свою собственную организацию. Ачарья Нитьянанда Авадхута когда-то занимал высокое положение в движении. После того, как его отправили преподавать в Соединенные Штаты, он женился на американке и родил ребенка. Живущий в Болдере, штат Колорадо, он был описан как очень популярным в альтернативном сообществе. Один человек отметил, что Ачарья Нитьянанда разработал философию финансовой самостоятельности. Он работал в местном продуктовом магазине, чтобы прокормить свою семью, но продолжал преподавать медитацию бесплатно. Это противоречит требованию Ананда Марги о том, чтобы ее саньяси жили исключительно на пожертвования. Бывшие работники организации утверждают, что немецкий ЛФТ убил Нитьянанду в Швеции. К сожалению, убийство вероотступников не такое уж редкое явление в некоторых экстремальных новых религиозных движениях, как можно было бы надеяться. В случае с Анандой Маргой члены организации с самооправдывающим чувством морали, возможно, решили взять дело в свои руки. Авадхуты – это тип старших монахов,
о которых говорят, что они полностью отрешены от сотворенной Вселенной. В конце 80-х годов один из них гневно отреагировал на вопрос об убийстве отступников. Он обвинил тех, кто покинул организацию и попытался создать свои собственные группы, в том, что они забрали лучшее, что было у организации. Затем он ушел, ничего не объяснив, но, по-видимому, он имел в виду систему духовных практик, которой учит Ананда Марга. В начале 80-х годов сообщалось, что другой Авадхута хвастался, что многие другие духовные организации страдают от расколов. Но Ананда Марга этого не делает. Смысл его заявления заключался в том, что Ананда Марга должна оцениваться как духовно превосходящая и более аутентичная, чем другие духовные организации из-за отсутствия в ней расколов. По иронии судьбы, вскоре после смерти Саркара по крайней мере 2 раскола привели к созданию организаций, основанные на идеологии, пропагандируемой Ананда Маргой. Праут и военизированная деятельность. Саркар верил в необходимость поддержания военной готовности. Он учил, что война неизбежна до тех пор, пока в людях присутствует животность, поэтому он поддержал концепцию всемирной армии. В Ананда Марге он создал военизированное крыло под названием Volunteers Social Services, VSS, и соответствующее женское подразделение под названием Girls Volunteers, GV. Несмотря на название Girls, как мужская, так и женская части военизированного крыла состояли из взрослых. При жизни Саркара одной из обязанностей VSS и GV было поддержание порядка на социально-духовных собраниях Ананда Марги. Существование VSS и GV создало проблемы для Ананда Марги в Индии и Австралии. Наконец, некоторые из их членов пытались преуменьшить важность военизированной деятельности, характеризуя их как бойскаутское движение. Программы не кажутся особенно угрожающими, если мы сравним их с крупной индуистской националистической организацией, такой как Раштрия Сваям Севак Сангх, Национальный союз добровольцев. Основанная в 1925 году, она занимается социальным служением и военной подготовкой и основывается на представлении об индуистском расовом, культурном и религиозном превосходстве. VSS и GV могут быть относительно небольшими и основываться на универсализме, но они функционируют как ополченцы. Бывший член Ананда Марги утверждает, что в конце 70-х годов их европейские ретриты включали в себя практику обращения с огнестрельным оружием. В 80-х годах появился документ, который был описан саньяси как пакт о взаимной обороне, подписанный сикхами Халсой и Ананда Маргой. Позиция Саркара в отношении применения силы более агрессивна, чем позиция сикхского светила 17 века Гуру Гобинда, который сказал: «Когда все в противном случае терпит неудачу, праведно поднять меч в своей руке и сражаться». Трудно определить, в какой степени Ананда Марга или Праут создали непубличные союзы такого типа. В 80-х годах VSS и GV теоретически были доступны, если движению приходилось защищаться. В какой степени Ананда Марги могут чувствовать угрозу со стороны общества, в котором они живут? Это важный и интересный вопрос. Ответы на эти вопросы неразрывно связаны с глобальной историей Ананда Марги и ее идеологией социальной справедливости. Идеология Саркара в отношении применения оружия, похоже, тревожит людей больше, чем численность военизированных формирований Ананда Марги или степень их сплоченности. Однако, учитывая революционную идеологию Праута, естественно предположить, что VSS и GV могли бы сыграть определенную роль в будущей революционной деятельности, начатой Праутом. Идеология вечной космической войны. Саркар утверждал, что гуру, которые обладают способностью даровать освобождение от реинкарнации, называются Тарака Брахма, и что одной из их функций является поляризация добрых и злых сил в мире. Они готовят общество к борьбе. Саркар назвал еще более редкую форму гуру – Махакала. Этот тип Тарака Брахмы периодически возникает в человеческом обществе, чтобы восстановить дхарму, праведный духовный и правильный порядок в обществе. Последователи считают, что Саркар был Махакалой, и преобладание темы космической войны в истории движения очевидно. Космическая война относится к универсальной борьбе между добром и злом. Скотт Эпплби указывает, что этот тип дуализма лежит в основе религиозного фундаментализма. В соответствии с идеологическими характеристиками фундаментализма, определенными Гарриетом Харрисом и проектом фундаментализма Чикагского университета, Ананда Марга соответствует лишь некоторым характеристикам фундаменталистских групп и поэтому должна быть описана как фундаменталистски подобная. Ананда Марги явно не хватает религиозной или исторической привязанности к определенной земле и тысячелетним верованиям.
Однако ее политическая активность мотивирована религиозными или духовными мотивами. Следующие идеологические характеристики из списка проектов фундаментализма присутствуют в движении Ананда Марга: абсолютизм, избранное членство, четкие границы, поведенческие требования, харизматическое и авторитарное лидерство и моральный дуализм. Саркар сказал, что вся человеческая история – это бесконечная борьба между добром и злом внутри человеческого общества и во всем космосе. Он призывал духовных искателей участвовать в непрестанной борьбе со злом. Концепция зла Саркара – это любое состояние, ситуация или эксплуататорские действия отдельного человека или группы, которые препятствуют физическому, умственному и духовному развитию других. Такое широкое определение включало в себя отсутствие минимальных предметов первой необходимости для человеческой жизни. По словам Саркара, отсутствие коллективного мировоззрения является корнем всего зла. Сильные совершают зверства и несправедливости по отношению к слабым, могущественные человеческие группы эксплуатируют бессильных. При определенных обстоятельствах долг добродетельных людей – вести войну с угнетателями. Саркар также считал навязывание социальных и религиозных догм, таких как кастовая система, проявлениями зла. Он обсуждал свое неприятие догм и различных видов группизма во многих своих книгах. В книге «Освобождение интеллекта. Неогуманизм» Саркар не ограничивался гуманистическими соображениями и защищал права на развитие животных, растений и даже таких объектов, как камни. Точно так же Ананда Марги считают себя универсалистами с широким кругозором. В трудах Саркара демонизировались социально-духовные эксплуататоры, которых он называл демонами в человеческом обличье, дьяволами, злыми силами, исчадиями ада и порождениями тьмы. Особенно интенсивную концентрацию этих красочных надписей можно увидеть в книге Анандавани Самграха, сборник духовных посланий Шри Анандамурти. С другой стороны, и это важно, Саркар также сказал: «У вас нет права ненавидеть даже одно живое существо». К вопросу о том, в какой степени его последователи смогли отказаться от менталитета «мы против них», участвуя в процессе космической войны, остается открытым. Кэтрин Вёссингер и Марк Юргенсмёйер определили радикальный дуализм и дегуманизацию или сатанизацию других как проблемные характеристики в некоторых новых религиозных движениях, которые могут способствовать эпизодам насилия. Саркар утверждал, что мир – это результат борьбы. Миролюбцы Вселенной не должны держаться в стороне от борьбы. В «Проблемах дня и правд» в двух словах, часть 3, Саркар описал свою доктрину социальной борьбы, сославшись на два возможных состояния мира. В первом доминирует статический принцип, или тамос, который можно назвать статическим или черным покоем. Когда люди находятся под его влиянием, они воздерживаются от действий от имени угнетенных народов. Во втором состоянии доминирует чувственный принцип, или саттва, который Саркар назвал разумным или белым миром. Он думал о том, что люди обычно называют миром как о статичном состоянии, и сказал, что его последователи должны стремиться к белому миру, в котором они активно борются с правонарушениями. Находясь под его влиянием, люди мужественно противостояли отдельным агрессорам или странам-агрессорам, при необходимости применяя оружие. Согласно монистическому духовному мировоззрению Саркара, никакая проблема не была просто индивидуальным или групповым делом, а коллективной проблемой всего человечества. Вся человеческая жизнь глубоко взаимосвязана, и каждый человек обязан нести ответственность за благополучие любого другого человека или группы людей. В своих рассуждениях о Махабхарате Саркар писал о Махавиши Великой Вселенной как о культуре, состоящей из сотрудничающих живых существ. Он считал создание такого общества центральной задачей для нравственных людей в современную эпоху. Неудача означала уничтожение человечества в результате постоянных боевых действий. Он поставил перед своими последователями утопический идеал. Его Махавишва был бы настолько совершенным социально-духовным идеалом, насколько это возможно. Это было бы относительно свободно от социального неравенства, когда все люди двигались бы вперед по пути к самореализации. Но это потребовало бы более или менее постоянной бдительности борьба духовных моралистов в стиле Ананда Марги. Установление и поддержание Махавишвы потребовало бы участия в космической войне, ментальной и физической борьбе между силами добра и зла во Вселенной. Монистическая идеология Ананда Марги требует некоторого анализа, чтобы понять ее моральный дуализм. Марги утверждают божественное единство всего сущего и не находят противоречий в своей вере в том, что космическое зло проявляется как часть этого единства. Космология Саркара, описанная в Ананда-сутрам, является монистической, с универсальным сознанием, претерпевающим временную или относительную трансформацию, чтобы появиться как Вселенная, которую мы знаем.
Поэтому один из старших монахов Ананда Марги назвал философию Ананда Марги теорией недуалистического недуализма. Когда отдельные души получают освобождение от перерождений, они возвращаются к своему характерному недвойственному состоянию. Саркар сказал, что в проявленном мире божественное сознание берет на себя роли действующих лиц, которые принимают добрые и злые черты. Под полным контролем божественной воли эти действующие лица разыгрывают космическую борьбу. Другими словами, божественное сознание или Шива создает зло из самого себя для своих собственных целей. Духовная мораль в Махабхарате. Одна из ключевых концепций Саркара – духовная мораль. Саркар определил простую мораль как следование фактической истине, в то время как духовная мораль позволяет индивиду выходить за рамки простой морали, если есть первостепенное оправдание. Из двух он считал духовную мораль высшей из-за ее динамизма. Простую мораль следует уважать как важнейшую человеческую ценность, потому что она придает огромную моральную силу, но она статична по своей природе. Он с одобрением процитировал коварные методы, использованные для убийства Дроны, Джаядратхи и Дурьядханы на поле битвы на Курукшетре, как описано в Махабхарате, потому что это были действия, направленные на сохранение Дхармы. В Махабхарате Дрона, Джаядратха и Дурьодхана были тремя важными фигурами, сражавшимися на стороне кауравов. Им противостояли пандавы, в том числе Юдхиштхира, Арджуна и Пхима, союзники Господа Кришны. На 15-й день сражения Кришна порекомендовал Дроне солгать, чтобы его можно было легко убить. Юдхиштхира, намереваясь обмануть, сказал, что Ашватхама, слон, был убит. Но Дрона услышал только имя Ашватхама и понял, что его сын с тем же именем был убит. Дрона потерял интерес к битве и был убит. Рассказ о смерти Джаядратхи от рук Арджуны отличается в зависимости от версии Махабхарата. Согласно Раджага-Палачаря, Кришна вызвал темноту до захода солнца, чтобы Джаядратха ошибся относительно времени суток и вышел из укрытия. Саркар сказал, что Кришна использовал свои оккультные силы для создания этой иллюзии тьмы. Поэтому Саркар поощрял использование психических и духовных сил в современной борьбе со злом. Смерть Дурьодханы на 18-й день битвы также произошла по предложению Кришны. Он велел Пхиме пренебречь правилами ведения войны и убить Дурьодхану, ударив его ниже пупка. Кришна сказал: «Когда кто-то численно превосходит своих врагов, тогда разрушение должно быть вызвано хитростью». Саркар аналогичным образом одобрил стратегию в борьбе с эксплуататорами. Саркар сказал, что духовные искатели должны жить так, чтобы другие доверяли им. Пока существуют юридические предписания, им нужно повиноваться. Если они будут признаны вредными, эти уставы должны быть стерты в порошок, а новые законы должны быть приняты и соблюдаться. Но он также сказал, что не считает необходимым, чтобы рациональные люди следовали правовым кодексам страны слепо, поскольку они могут не учитывать духовные проблемы, стоящие на кону. Саркар и его мораль была духовной моралью с исключениями для обстоятельств и учетом духовной ценности. Это нестандартный способ оценки, поскольку он определяется относительными факторами. Чтобы использовать его, Саркар сказал, что человеку необходимо развить искривленный интеллект. Он не стал распространяться о значении этой фразы, но согласно его интерпретации событий в Махабхарате, можно сделать вывод, что это означает коварство. Главной заботой и моральным оправданием духовной морали является продвижение физического, умственного и духовного развития людей, в то время как ее ахиллесовой пятой является тот факт, что она открыта для интерпретации. Очевидно, что не все люди согласятся с определением дхармы или с тем, что представляет для нее угрозу. Каждый человек определит, как действовать, исходя из своего понимания. Оружие против барабанов и тарелок. Саркар сказал, что для победы в борьбе со злом в обществе тантрики должны набраться сил, потому что козам невозможно установить разумный мир в обществе тигров. Реальным источником власти людей может быть их духовная сила, но организация на материальном уровне необходима. Он заметил, что оружие более необходимо, чем барабаны и символы, используемые для поклонения. Тантрикам следует не только вооружаться, но и продолжать изобретать все более мощное оружие в качестве противовеса тому, что есть у общества. Здесь может возникнуть вопрос о том, как использовать силу, которая приводит к химсе, вреду, и может быть санкционирована тантрической сектой, утверждающей, что моральные принципы ямы и неямы являются основой их духовных практик. Ответ заключается в их интерпретации ахимсы, безвредности как непричинение боли или увечья никому невинному. А моралисты препятствуют человеческому прогрессу своей физической, экономической и психической эксплуатацией.
Они попадают в категорию, которую Саркар назвал ататая, отдельные лица или группы, против которых разрешено применение силы. Саркар поощрял военную стратегию, говоря, что до тех пор, пока группе не хватает власти, ее врагов следует терпеть, но в момент, когда достигается достаточная власть, враг должен быть атакован и убит. Должно быть планирование. В отличие от раджпутской глупости, люди в Варне-кшатриев, класс воинов по имени Раджпуты, которые правили районами Северной Индии, как говорили, неоднократно отправлялись на верную смерть, хотя знали, что их значительно превосходят численностью. Что касается принятия упреждающих мер, Саркар сказал своим последователям, что нужно быть уверенным в намерениях врага, тогда они смогут действовать безнаказанно. В интересах человечества Саркар не возражал против безжалостного устранения теорий, которые противоречили его идее социального равенства. Он назвал этот принцип социального равенства самасамаджа таттва. В 1966 году Саркар сказал своим последователям: «Вашим долгом будет объединить моралистов. Пусть будет два лагеря, пусть будет открытая борьба». В этот момент нетрудно представить себе боевые знамена пандавов и кауравов из Махабхарата. На этот раз одним из флагов будет шафрановый треугольник с белой свастикой на нем. Флаг, представляющий Ананда Маргу. Свастика – это священный индуистский символ, который, как говорят, дарует удачу. Ананда Марги подчеркивают его буквальный перевод как благополучие и говорит, что оно представляет собой постоянную духовную победу. Религиозное насилие. Некоторые взаимодействия между саньяси Ананда Марги и другими, по-видимому, были обусловлены идеологическим тоталитаризмом маргов. Они твердо верят, что идеология Ананда Марги является ответом на все духовные и материальные проблемы мира. Утверждается, что Ананда Марги или праутисты убивали отступников, которые ушли и преподавали независимо. Согласно анализу элементов религиозного насилия, проведенному Марком Юргенсмейером, такие акты можно рассматривать как терроризм внутри организации. Целью таких убийц были бы другие работники организации. Конечно, эти предполагаемые действия могли быть и карательными. Нитьянанда уважали и даже восхищались многие в организации. И его дезертирство должно быть, задело чувства многих людей, не говоря уже о том, что его женитьба была воспринята как предательство его товарищей саньяси. Поэтому, по крайней мере, некоторые члены Ананда Марги или Праут не свободны от обвинений в терроризме. Вопрос остается неясным, следует ли характеризовать таким образом всю организацию или какое-либо ее подразделение. Количество положительных корреляций между описанием Юргенсмейером религиозных групп, склонных к терроризму, и Ананда Маргой поразительно. Они используют образы космической войны. Они сатанизировали своих противников, что является частью построения образа космической войны. Они дают моральное оправдание убийствам. Саркар делал разные заявления о том, следует ли убивать врагов при первой же возможности или они должны быть исправлены. Он, казалось, предпочитал исправление, когда это было возможно, но одобрял применение силы в промежуточный период. Для маргов и праутистов гражданское право в конечном счете является опцией. Саркар сказал, что моральные суждения являются заботой только материального мира и бессмысленны для высшего сознания. Однако он не оспаривал важность различения правильного и неправильного в обществе. Наконец, победа аморалистов была немыслима. Несмотря на подавляющие шансы, силы добра восторжествуют в мире или все будет разрушено. Что бы ни случилось, Саркар утверждал, что Махавишва, великая вселенная сотрудничающих живых существ, должна была бы быть создана. Не только в этом маленьком мире, но и на каждой планете и спутнике, звезде, метеоре, галактике и каждой частице этого огромного творения человек имеет право жить. Если кто-то хочет лишить людей этого самого права по рождению, тогда людям придется установить его с помощью силы. Саркар назвал своих последователей духовными солдатами и напомнил им: победа не приходит сама по себе. Победу нужно приглашать и приветствовать потом, теплом крови и пламенем тяжелого труда. Праут – революционный мистический социализм. Праут – это социалистическая теория, но не теория социализма, основанная исключительно на материальных интересах. В нем подчеркивается рациональное, а не равное распределение материальных благ для максимального физического, умственного и духовного развития человечества, и он стремится гарантировать всем людям минимальные жизненные потребности, определяемые как еда, одежда, кров, образование и медицина. Саркар не отвергал полностью ограниченные формы индивидуальной собственности, но он утверждал, что все является общим достоянием. Это социалистическая основа Ананда Марги и Праут. Идея Саркара о наследии была космологической.
Эта вселенная создана в воображении Брахмы, высшего существа, поэтому право собственности на эту вселенную принадлежит Брахме, а не микрокосмам людям, созданным из воображения Брахмы. Для того, чтобы другие могли воспринимать Вселенную так, как Саркар, система духовной практики Ананда Марги направлена на то, чтобы дать отдельным людям мистический опыт единства Вселенной. Без такого опыта нет подтверждения справедливости утверждения Саркара, и оно остается лишь интеллектуальной космологической идеей. Следовательно, Праут — это мистическая система из-за ее желаемой цели и средств, с помощью которых Ананда Марги и праутисты надеются достичь этого. Они ищут интеллектуальное или мистическое развитие человечества в результате мистического опыта, который, по их словам, обеспечивает регулярная медитация. Хотя это может показаться нелепым, применение силы является неотъемлемой частью социальной философии Праута. Саркар описывал историю как бесконечные циклы классового господства, периодически прерываемые революцией. Здесь слово «революция» означало свержение правительства и его правителей, сопровождаемое базовыми социально-экономическими изменениями. Саркар употребил это слово в традиционном смысле народного восстания. Он верил, что большая доля людей, придерживающихся интеллектуальных взглядов по сравнению с военными, в процессе привела бы к революции, менее склонной к кровопролитию. Но он сказал, что это случается редко и в большинстве случаев народная эмансипация пропитана кровью. Саркар назвал свое понимание социальной динамики самаджи-чакрой, социальным циклом, характеризующимся господством одной варны, класса или менталитета людей над другой. Шудра — рабочий, кшатрий — воин, авантюрист, випра — интеллектуал, и вайшья — капиталист, бизнесмен. Саркар был невысокого мнения о капитализме. Он описал стремление разбогатеть, эксплуатируя других как психическое заболевание, и охарактеризовал капиталистов как аморальных и антисоциальных. Он сказал, что в общих интересах человечества капитализм должен был быть уничтожен путем принятия решительных мер. Необходимо было бы применить давление обстоятельств, чтобы люди, эксплуатирующие других, были вынуждены остановиться. Саркар сказал, что капиталистические эпохи неизменно достигают кульминации в революциях Шудра, которые он описал как массовые рабочие или народные революции. Эти революции были неотъемлемой частью социального цикла и произошли в ответ на капиталистическую эксплуатацию. Народные революционные действия, приведшие к массовым социальным изменениям, были необходимы для социально-экономической и политической системы. Поэтому Праут можно назвать революционным мистическим социализмом. Саркар считал, что массовая революция необходима для свержения укоренившейся капиталистической гегемонии, но он не думал, что революция Шудр произойдет без определенного типа руководства. Это недовольное руководство состояло из людей с интеллектуальным или военным складом ума, которым капиталисты навязали работу чернорабочих. Их недовольство можно было объяснить социально-экономической эксплуатацией и предположением, что они будут чувствовать, что их способности как человеческие существа остались нереализованными. Как тип они предвещали потенциальное рождение идеального руководства Саркара, названного садвипры, истинные интеллектуалы, которых он описывал как духовных моралистов. Благожелательная диктатура садвипр. Саркар сказал, что садвипры должны были периодически менять правление в социальном цикле, чтобы гарантировать, что доминирующий или правящий класс не имеет шанса эксплуатировать другие классы. Садвипры были личностями, чей интеллект был основан на духовном опыте и знании того, что все является проявлением высшего сознания. Их миссией была борьба с безнравственностью. Саркар утверждал, что духовное развитие садвипр обеспечит защиту всех групповых интересов и зашел так далеко, что сказал, что общество не выжило бы без них. Он представлял себе садвипр функционирующим как благожелательную диктатуру. Такое социально-политическое устройство гарантировало бы преобладание социальной справедливости. Даже без учета того, насколько хорошо может функционировать элитное коллективное руководство, проблематичный идеал духовной морали Саркара с его различными интерпретациями усложнил проблему с самого начала. Концепция лидерства садвипры может быть основана на чакравартинском идеале царствования из Древней Индии, в котором лидер вращает колесо, чакра его империи из-за ее центра. Саркар надеялся, что садвипры должны будут контролировать центр или ядро общества, чтобы контролировать вращение социального цикла и тем самым ограничивать эксплуатацию одной группы другой. Такое расположение резонировало с космологической концепцией Саркара о взаимоотношениях между высшим сознанием и проявленной Вселенной.
Он сказал, что высшее сознание в своей позиции нирвикальпы, непроявленного, не действовало непосредственно в мире, но контролировало все в проявленном мире через свои гуны, связывающие или качественные принципы. Подразумевается, как понимают некоторые из его учеников, что самореализованные человеческие существа в конечном итоге возьмут на себя больше обязанностей или видов деятельности, которые, по их мнению, контролируются высшим сознанием. Саркар утверждал, что установление социального равенства возможно только тантриками, а не тантриками. Предполагается, что садвипры следуют духовной морали и являются подлинными слугами человечества, но на сегодняшний день результаты, полученные тем, что мы можем назвать протосадвипрами, неоднозначны. Есть утверждения бывших работников организации о том, что другие рабочие занимались различными видами незаконной деятельности, часть из которых, по-видимому, была направлена на сбор средств. Один бывший саньяси объяснил, что организационные финансы всегда были проблемой, потому что саньяси было запрещено работать за деньги и им приходилось полагаться на пожертвования. Эта ситуация иногда усугублялась, когда саньяси отправлялись в отдаленные уголки земного шара для миссионерской деятельности, полагаясь только на свою веру. Общество садвипр и неапокалиптическая социальная система. Духовное мировоззрение Ананда Марги следует классифицировать как неапокалиптическое. Саркар сказал, что контроль садвипр над социальным циклом приведет к победе каждого социального класса. Он назвал это обществом садвипр. В той мере, в какой это интерпретируется как коллективное социальное спасение, возникает соблазн классифицировать Ананда Маргу как революционно-прогрессивную секту миллениалов. Кэтрин Вёссингер, опираясь на работу Нормана Кона, определяет движение миллениалов как движение, которое верит в неизбежный переход к коллективному спасению или постоянному благополучию, достигаемое сверхчеловеческим агентом или человеческими существами, работающими в соответствии с божественным или сверхчеловеческим планом. Напротив, Саркар учил, что общество садвипр будет находиться в состоянии постоянного изменения. Для этого есть несколько причин. Во-первых, он думал, что космическое зло никогда не будет устранено, его можно будет только контролировать. Саркар описал садвипр как участвующих в бесконечной борьбе против социальной эксплуатации. Если космическое зло не возьмет верх, садвипры и остальные будут считаться одержавшими победу моралистами над аморалистами, уменьшая человеческие страдания. Но садвипрам суждено добиться, в лучшем случае, лишь временной победы. Таким образом, Саркар учил доктрине вечной борьбы. Во-вторых, его спиральная концепция социальной истории была сформирована постепенной сменой классовых доминант. После первой революции шудр будет сформировано второе общество шудр, второе общество кшатриев, и так далее, пока не потребуется вторая революция шудр. Каждый социальный цикл будет отличаться из-за технологического развития и расширения или утончения человеческого разума, в отличие от строго циклической модели социальной истории, обнаруживаемой во многих индийских религиях. Саркар сказал, что Вселенная создается бесконечно и никогда не перестанет существовать. Таким образом, путь Ананда Марги может быть описан как исторический прогресс, но без концепции конечной социальной судьбы. Ананда Марга считает, что национальные государства 21 века находятся на разных стадиях своих социальных циклов. Они надеются, что общества садвипр утвердятся в разных частях земного шара и что в конечном итоге будет преобладать глобальная социально-экономическая и политическая конфигурация, управляемая садвипрами. Но хотя они, по-видимому, стремятся одухотворить мир и спасти его от эксплуатации, в их литературе нет доказательств того, что они верят в неизбежность глобальной трансформации или что одновременная, тотальная глобальная трансформация возможна. Саркар сказал, правление садвипр наступит только благодаря систематическому и рациональному применению праута многими высокоинтеллектуальными людьми. Это звучит как трудоемкий процесс, идеал которого может быть достигнут в отдаленном будущем. Затем Саркар сказал, невозможно установить правление садвипр слепой физической силой. Настоятельная необходимость обращения Ананда Марги в свою веру проистекает из их монистической философии, которая подразумевает, что меньшее количество людей может прогрессировать духовно, если большинство находится под бременем тьмы материализма. Наиболее важным фактором в социально-экономической и политической системе Ананда Марги является самореализованный садвипра. Роль божественного заключается в том, чтобы обеспечить борющимся человеческим существам их окончательный успех в космическом плане, в частности в создании общества садвипр. Но создание самих садвипр требует времени, потому что духовное развитие нельзя принуждать. Процесс в рамках Ананда Марги заключается в том, чтобы все члены выполняли духовные практики тантра-йоги, что делает их пригодными для самореализации душа за душой.
Считается, что после того, как индивид выполняет духовные практики и развивает преданность высшему сознанию, божественная милость оказывает окончательную помощь в достижении духовной цели. Осознавшему себя индивидууму предоставляется выбор – слиться с непроявленным сознанием или продолжать служить другим, находясь в воплощенной человеческой форме. Саркар назвал это дживан-мукта. Тот, кто освобожден при жизни. Саркар не учил эсхатологии, допускающей коллективное освобождение или спасение. Вывод. Революционные социально-духовные утописты. Основываясь на книгах Саркара, правильнее было бы утверждать, что он и его последователи, будь то Ананда Марги или праутисты, поддерживают революцию, а не терроризм. Саркар отверг терроризм и дистанцировался от заблудшей молодежи, которая не понимала его идеологии. Это была очевидная ссылка на тех, кто возглавил и присоединился к праутистам и предположительно был, чтобы участвовать в террористических актах. История Ананда Марги на сегодняшний день указывает на то, что случаи неорганизованного насилия, имевшие место во время заключения Саркара, были отклонением от нормы. Это были ошибки небольшой группы последователей, которые позже признали свои ошибки. Последователи Саркара – тантрические революционеры с мистической системой социализма, основанной на их восприятии единства Вселенной. Насилие внутри организации, насилие в отношении отступников – это форма возмездия, которая может быть классифицирована как терроризм. Появление в 90-х годах нескольких организаций, основанных на идеологии и практике Саркара, доказывает, насколько тщетны попытки контролировать распространение идей или устранять конкуренцию со стороны других духовных организаций. Саркар ясно верил, что применение силы необходимо как в индивидуальной, так и в коллективной жизни и что сплоченное человеческое общество, свободное от социальной несправедливости, не может быть создано без этого. Тем не менее, это не помешало ему осознать некоторые недостатки применения силы такого уровня, который можно было бы охарактеризовать как насильственный. Саркар сказал, что насилие порождает дальнейшее насилие и, как правило, вызывает повышение уровня насилия в ответ. Степень, в которой это понимание может повлиять на его последователей, не определена. Поэтому нельзя сказать с уверенностью в том, что разжигание революции, кровавой или бескровной, будет исключено из будущей деятельности Ананда Марги или праутистов. Это, по-видимому, зависит от их анализа окружающих социально-экономических и политических условий.